Сакральный танец. Что же это такое? Очередное модное эзотерическое направление? А может быть, восточные танцы, вроде тех, что танцевали в гаремах? Или экстатик? Но что, если я скажу вам, что сакральный танец – это одна из самых древних духовных практик в мире, зародившаяся десятки тысяч лет назад в самом первом храме, едином для всех религий, под звездным небом? Как прекрасно это место, созданное на небесах, чтобы ты танцевала здесь каждый день, вечно. Гласит надпись на одном из храмов богини Исиды в Египте. И я не просто так выбрала именно эту землю, потому что здесь танцевали сакральные танцы, здесь поклонялись Исиде, Иштар, здесь поклонялись другим женским богиням. И эти стены, эта земля, этот песок и это небо еще помнят жаркие, пламенные сакральные танцы древности. О культе, который имеет отношение во многом вот к этой земле, где мы сейчас с вами находимся, и к этим стенам, это Древняя Персия. И Хорезмское царство было частью огромной Персидской империи. И главенствующей религией здесь был зороастризм. И во многом на этих землях почитали, во-первых, богиню природы, Анахиту, чьи древнейшие храмы здесь недалеко были найдены. И эти улочки еще хранят память о том, как женщины поклонялись этой древнейшей богине много-много тысяч лет назад. Приглашаю вас вместе со мной отправиться в увлекательное путешествие и приоткрыть завесу древних мистерий. На протяжении тысячелетий в различных уголках мира человечество использовало сакральный танец как язык, который способен преодолевать барьеры времени и пространства. Это была форма общения, мистическая связь с божественным, воплощение культурных традиций и способ понимания неизведанного. Сначала было слово, знаем мы все из Библии, но так ли это на самом деле, это большой вопрос. Ведь до того, как люди научились говорить, до того, как они сложили свои мысли, оформили их в речь, в текст, придумали вообще языки, они все равно общались. И они общались посредством обменом энергией и, конечно же, телами. Они общались в танце. Первые формы танца возникли в эпоху, когда люди пытались объяснить окружающий мир, общаясь с природой и высшими силами. Самые древние найденные изображения танцующих людей были созданы 35 тысяч лет назад в Альтамире, Испания. Чтобы вы осознали, насколько они древние, пирамидам и Стоунхенджу всего по 4,5 и 5 тысяч лет. Еще одно изображение, которому 9 тысяч лет, находится в пещере Эль-Кагуль в испанской провинции Лерида. На ней женщины исполняют ритуальный танец. Похожие наскальные рисунки были найдены не так давно в Северной и Южной Африке и во Франции. Мы понимаем, что в наскальной живописи древние изображали только самые важные элементы жизни. Значит, танец был не просто праздным действием, а чем-то таким же значимым, как, например, охота. Давайте заглянем вглубь веков и попробуем проследить, как же развивалась история сакрального танца. Представьте себе, древние племена, горит костер. Люди еще очень сильно интегрированы в природу. Они живут в созвучии с временными циклами, с сезонами. Они могут слушать ветер, они понимают по запаху в воздухе, когда приближается гроза. Они понимают по тому, как пролетают ласточки, когда будет смена погоды. Они очень сильно чувствуют свою связь с природой. И они пытаются в своем движении, в своем переживании чувственном соединиться с этой вибрацией. Например, во многих культурах танцы исполнялись с целью призыва дождя во время засухи. Они включали резкие движения, имитирующие падающие капли, и звуки, напоминающие гром. Древние греки исполняли танец ветров, движения которого имитировали порывы и завихрения, а также создавали звуки, напоминающие шелест листвы. Существовали также круговые танцы, которые отражали солнечные циклы и лунные фазы.
У славян был распространен коловрат – круговой танец, который исполнялся во время празднования весеннего равноденствия. Участники танцевали в круге, показывая единство и постоянство смены сезонов. В нашем мире абсолютно все вибрация. Даже эта стена, эти постройки, я, вы, камера, которая меня сейчас снимает, это все вибрация. И это все создает некий общий танец жизни. И древние люди, соединяясь с этой вибрацией, старались свое тело сделать созвучным с ритмом природы. Поэтому движение сакрального танца – это движение самой природы. Там нет никаких украшательств, там нет ничего дополнительного, чтобы кого-то впечатлить, чтобы произвести какое-то невероятное впечатление на человека. Это проживание самой жизни. В древних религиях и верованиях многие считали, что весь мир – это танец Бога. Например, в индуизме верят, что мир создан танцем Шивы, и пока он танцует, мир существует. Считалось, что великая богиня-мать держит ключ к самым древним формам священного танца и сама неразрывно связана с танцем. Помимо своей роли создательницы, дарительницы и защитницы жизни, богиня-мать сама была великой танцовщицей. В Месопотамии, Египте и других древних цивилизациях жрецы и жрицы вторили ей и использовали танец как форму поклонения богиням, вышедшим из культа богини-матери, таким как Иштар, Афина, Исида и многим другим. В древнеегипетских храмах до сих пор сохранились изображения поклоняющихся в танце жриц Хатор. В этих храмах танцы часто исполнялись как часть религиозных обрядов, направленных на привлечение благословений, плодородия и защиты. Танцы были нитью между человеком и высшими силами. Вот уже 13 лет я возрождаю древнюю традицию храмовых танцев, собирая осколки этой могучей силы в прекрасный узор. И теперь передаю ее вам, женщинам, таким похожим и таким неповторимым. Как так вышло, что из сакрального танца, из изначального танца, который был не для увеселения, не для красоты, это все вылилось, например, в культ фламенко. Кстати говоря, фламенко под собой имеет тоже изначально сакральный танец. И это был культ как раз Венеры Астарты, который потом вот так деформировался и в итоге превратился просто в очень красивый, экспрессивный танец. Но вы чувствуете там этот заряд, он все равно там остался, просто цели поменялись. Почему поменялись цели? Потому что на земле, где как раз процветали культы сакрального танца, например, тот же Египет, Восток, пришли другие правители, и у них были гаремы, и они хотели сделать так, чтобы женщины во многом служили мужчинам, а не были им равными, да, и поэтому это все начало проникать из храмов в гаремы. Они же понимали, какая это большая мощь. Они понимали, что сексуальная энергия, это по большому счету, это просто энергия жизни. И энергия денег, и энергия изобилия. Это все одна и та же энергия. И они понимали, насколько это мощный заряд. Поэтому поставили себе эти сакральные знания во служение. И в гаремах продолжали танцевать еще и в средние века. И все эти знания сохранялись. Только они чуть-чуть деформировались, да? И они уже были больше про развлечения, про какую-то красоту, но сохраняя все эти движения, тряски, круги, волны, чтобы поднимать энергию. И уже потом это претерпело определенный ряд изменений и стало красивым, показательным выступлением, чтобы развлекать, чтобы включать. И даже когда это так, это все равно работает. Если правители Востока подчинили себе сексуальность женщины, ее сакральную природу, заставили себе ее служить, то Запад пошел по пути изгнания и запрета. Женщин, кто сохранил пульс богини-матери в своих сердцах, кто был в контакте с телом, природой, своей силой, веками сжигали на кострах, называли ведьмами, заставляли стыдиться себя, засовывали в тесные корсеты, перетягивали грудь, калечили тела и души, буквально кастрируя весь женский род. Но для меня важно, чтобы мы понимали, где первоисточник. Сакральные знания едины. Они пронизывают весь пласт реальности. Но мы не всегда способны увидеть этот поистине божественный узор.
Так, например, в сакральном танце мы работаем с 3 энергоцентрами – нижним, средним и верхним. Каждый из них отвечает за определенные аспекты жизни и качество энергии. И также в Великой пирамиде в Гизе, где я проходила инициацию, 3 камеры – нижняя, средняя – камера царицы и верхняя – камера царя, в каждой из которых ты проходишь посвящение в соответствии с 3 энергоцентрами. Сакральные танцы в храмах и мистериях служили своего рода молитвой, самым первым инструментом обретения сакральных знаний. Наши предки, двигаясь в такт обрядовому барабану, погружались в особое состояние. Танец испокон веков переносил нас в междумирье, в пространство без времени, то самое квантовое поле, где плетется нитями Мойры судьба, где программируется реальность. Духовные наставники, психологи, эзотерики гонятся за этим состоянием и ищут все новые ключи от этой потайной комнаты бессознательного, а карта была совсем близко, в теле. И именно танец был самым древним и естественным способом связи со своим духом и трансцендентным. Но танцы исполняли еще и социальные функции. Они объединяли общины и укрепляли культурные традиции. На праздниках, посвященных богиням, вся община собиралась, чтобы участвовать в танцах, укрепляя коллективное сознание и культурные связи. Так сакральные танцы, некогда исполняемые в храмах богинь, стали основой для формирования многих традиций. Выйдя из храмов в социум, сакральные танцы начали терять свою изначальную ритуальную функцию. Они стали заимствовать элементы народных обычаев. Это привело к тому, что танцевальные движения, стили и ритмы начали смешиваться с фольклорными мотивами. Так появились национальные танцы. Древние славяне придавали большое значение культам плодородия и божествам, отвечающим за урожай. Танцы исполнялись для почитания языческих богов, таких как Велес и Мокош. Давайте разберемся, что же такое сакральный танец в том виде, в котором он существует сейчас, и зачем он нужен людям, какую пользу продолжает нести, если мы больше не танцуем в храмах, воспеваем богинь. В древности у людей не было психологов, да и медицина была развита очень слабо, а вот стресса было так же, как у современного человека, предостаточно. Как же с ним справлялись? Танцуя. Сакральный танец помогает прожить те эмоции и чувства, которые мы не смогли по каким-то причинам выразить в моменте. Не всегда мы можем кричать, плакать или злиться открыто. Но любая эмоция несет в себе заряд, и если вовремя его не выпустить, он блоком застревает в теле, что уже доказывает современная наука. Так образуются психосоматические заболевания, а к ним относятся более 50% всех болезней человека по данным ВОЗ. Так, первая задача сакрального танца – исцелить тело и выстроить его по женскому типу. Зачастую наше тело, оно настолько зажимается в процессе жизни, что мы не чувствуем его. И, наверное, для меня танцы – это в первую очередь вот такая возможность снять вот эти все зажимы лишние. В описании мне понравилась проработка мышц по женскому типу, типа сильные внутри и мягкие снаружи. До этого момента я всегда хотела себе кубики пресса и думала, что это очень красиво. И я помню, что я пришла, увидела твою такую мягкую сексуальную фигуру, и думаю, господи, животик может быть сексуальным и красивым. Стандарты женской красоты переписывались в угоду эпохи и целям общества. Нам, женщинам, постоянно рассказывают, под какой формат мы должны подходить. 90-60-90, плоский живот с кубиками пресс, анорексичная худоба в стиле модели 2000-х. Зачастую эти идеалы скорее подошли бы мужчинам и совсем не свойственны женской физиологии. А что, если я скажу, что нет никакого стандарта? Как у тебя, так и правильно. Что, если попробовать не засовывать себя в эти рамки, а совершенствовать то уникальное, что дано природой, без насилия, без идеи соответствия? Каждая женщина хочет здоровое, красивое тело, гибкое, чувствующее и женственное. Танец делает его именно таким. В процессе мы делаем такие действия,
который ты думаешь, а что мое тело может такое делать в таком темпе столько раз? Я не знаю, я представляла себя с огромной головой, с маленьким телом, а сейчас все такое выровнялось, все в балансе. В современном ритме жизни находить время и на работу с телом, и с психикой, и с духом очень трудно. Поэтому танец стал для меня квинтэссенцией саморазвития, ведь он работает многомерно. И танцы для меня послужили неким островком спокойствия, безопасности и в то же время выплеска всех негативных эмоций, которые вообще существуют. Второй пласт, который затрагивает сакральный танец – психоэмоциональный. Однозначно, то, что я познала и узнала, это танец и тебя, это намного ярче сделало и красочнее мою жизнь. Я чувствую, что мое тело будто высвободилось от какого-то вот этого напряжения, блоков. Через вот эти тряски, которые ты даешь, энергия, она настолько, то есть высвобождается и в то же время она поднимается. А здесь это результат просто мгновенный. Когда мы танцуем, у нас поднимаются такие моменты, это очень лично, это именно сакральное. То, куда сложно зайти в терапии, что мы прячем от себя и других. Те самые тайные уголки души, самые темные страницы жизни, те травмы, которые диктуют нам сценарий жизни, обиды, невыплаканные слезы, застывшие на губах слова, проглоченные крики, комом сдавившие горло, чужие липкие пальцы, порезы на сердце. Все оно хранит тело. И эти шрамы и есть сакральная карта к твоей сокровищнице. Танец позволяет нам зайти в очень глубокие слои психики, минуя блоки сознания и эго, которые изо всех сил стараются сохранить зону комфорта, но блокируют для нас возможности выхода на новый уровень жизни, потому что рост всегда за пределами. Я чувствую, что я поднимаюсь над какими-то операционными, будничными какими-то контекстами. Я бы сказала, что я соединяюсь с другими частями себя, и это про силу. Третий уровень – духа. Сакральный танец – это самый древний и исконный вид молитвы, соединения с Божественным. А что такое Божественное? Это состояние единства, это состояние проживания всего мира через себя, то есть чувствование себя всем сразу. И это как ощущение дома, ощущение спокойствия. Я бы объяснила, что это разговор, самый честный разговор с собой и с Богом. Сакральный танец – это древний способ войти в особое состояние, в котором вы получаете ключи от своей силы и учитесь ей управлять. Направлять на те сферы жизни, которые вам нужны. Это код от ресурса вашего тела и одновременно целитель для него. Танец помогает раскрыть силу, чувственность, высвободить эмоции и травмы, хранящиеся в теле. Танцы, они дают тебе заряд энергии, и вот это вот обновляют твою вот эту вот батарейку, и как раз-таки ты этот заряд энергии должна распределить по всем сферам грамотно и аккуратно. Устанавливая контакт с телом и чувственностью, люди через танец развивали в себе сверхспособности, обостренная интуиция, умение считывать информацию из пространства, выстраивать защиту на тонком плане для себя и семьи, предвидеть будущее, исцелять с помощью работы с энергией. Это все не было чем-то волшебным для посвященных в сакральные знания первотанца. Жриц готовили с детства, их обучали этому мистическому танцу с детства. И жрицы и танцовщицы – это была очень важная прослойка населения, которая помогала мужчинам противоположному полу свой дух точно так же поднимать. И я хочу, чтобы вы понимали, в древних цивилизациях царь мог стать царем только после посвящения жрицы. То есть после того, как она проводила его энергию, помогала ему духу воспарить. Для чего? Для того, чтобы он из коллективного, единого сознания мог править. Не из точки единой личности, где мы преследуем свои интересы, где мы преследуем то, как бы мне было получше, да, как свои какие-то личные цели.
А когда я понимаю, что мое сознание расщелкнуто, что мое сердце раскрыто, я могу править по-другому. Я могу принимать решения, которые будут лучшими решениями для нашего государства, для всего человечества, для моего народа. И это совсем другое сознание. Вот для чего этот культ существовал. Танец – это инструмент, который открывает тебе глаза на правду, на твою природу, на то, кто ты есть на самом деле. Не та, которую хочет видеть твоя мама, не та, что нужно обществу, не та, что удобна в хозяйстве для мужчин, а та, кто ты есть на самом деле. Для меня, в принципе, важна концепция эволюции. И когда ты идешь в этой эволюции, ты убираешь препятствия. Отсутствие контакта с телом – это препятствие для эволюции. Во-первых, я начала слушать себя, что я хочу, не что от меня хотят другие. Если я вижу, что мне что-то не нравится, я сразу же отгораживаюсь. Раньше я во многом наступала себе на горло. И танцы учат именно находить эту опору внутри себя, не заслуживать любовь, а открывать свое сердце и дарить любовь миру. Мы избавляемся от искажений. Именно поэтому, благодаря сакральным танцам, с нами происходят такие перемены. Включается интуиция, контакт с телом, что сказывается на пропускной способности и материальном плане. Танец позволяет работать и с сексуальной энергией, и с денежным потоком, и с балансом, и с добротой, и с открытостью этому миру. Женщинам нужно найти свою стратегию лидерства. Она в корне отличается от мужской. Не конкуренции, а объединения. Мы усиливаем друг друга. Именно поэтому мы не можем наговориться ночами с подругами. Пропускаем через себя опыт каждый из нас. Мы познаем новые грани жизни в этих рассказах. Мы становимся больше, объемнее, матрешки. Каждая способна вобрать в себя другую. Так умеет только женщина. И танец помогает нам обрести свою стаю, свой прайд, быть понятой, обогащаться и расти в общем поле. Изменился круг общения, поменялась работа, поменялось место жительства, у меня изменилось все. Но я прихожу на танцы, и я просто королева и богиня. И я просто танцую, смотрю на себя и думаю, в смысле, я королева и богиня, и терплю такое отношение какое-то, которое мне не нравится, и я не могу это терпеть. Это ощущение уверенности и внутренней опоры дает та часть практик, которая пробуждает энергию нижнего центра. А это все, что отвечает за материю. Деньги, квартиры, машины, границы, сексуальность и фертильность, то есть способность зачать и выносить ребенка. А дальше эту энергию с помощью техник танца мы учимся поднимать выше, в другие энергоцентры и управлять ей, направляя на те сферы, куда нужно практику. И я поняла, что я становлюсь хозяйкой. Я становлюсь хозяйкой своей жизни. И это действительно повлияло и на мои отношения с моим мужчиной, и на другие сферы. Танец работает на всех уровнях, задействуя все тонкие тела человека. Поэтому после практики человек в тонком плане светится, как лампочка, и становится видимым и привлекательным. И еще очень такой интересный момент. Вот всегда, когда я иду от сакральных танцев до своей машины, всегда со мной подходят знакомиться. Я сходила на одно занятие, и после этого беру телефон в руки, а у меня там куча сообщений от мужчин, которых я вообще забыть забыла, а они тут появились. Выйдя с танцев, я поняла, что я хочу привести сюда подруг, сестру, всех своих близких девушек, потому что то, что делаешь ты, это очень интересный опыт, который необходим каждой женщине. В жизни само все начинает меняться, ты даже не понимаешь, а это танцы или не танцы, или это я такая. Я бы рекомендовала всем девушкам, женщинам любого возраста попробовать эти танцы. Идите за своим сердцем. Если вы чувствуете, что вам туда, смело идите, потому что это того стоит. Танец-проводник, целитель. Танец помогает нам увидеть, где мы были ранее, и вырастить на этих местах прекрасные цветы. Наша с вами задача сейчас
исцелить эту часть своей души, передать в своих генах, в своей крови своим детям уже новую исцеленную историю, ее историю. Он помогает нам обрести свою силу, увидеть в себе и в других Божью искру и научиться этой силой управлять, стать хозяйкой своей жизни, писать свою историю. И вообще, кстати, интересно, что само слово «история», оно берет от «хистор», от слова «хистор», а «хистор» — это танцор. И сама история — это и есть танец, а мистерия — это моя история. И поэтому мистерии — это всегда про танец. И наша история — это тоже всегда про танец жизни, про танец энергии, про танец этой вселенной, в которую мы лишь маленькую часть проживаем, но я предлагаю сделать это в танце, с радостью и с открытыми сердцами.